Здравствуйте, это будет большое гадание для весов на сентябрь, конечно. Запаситесь терпением, для вас целых 12 карт я вытащу из какой-нибудь колоды Таро. Огонь с солью, ну вы знаете, да, чистит воздух нам здесь. И так уж сложилось, что в этом цикле гаданий на сентябрь я достаю для каждого знака какой-нибудь подарочек. Какой-нибудь раритет, какой-нибудь бижу из моей коллекции винтажных украшений. Посмотрите. Какие-то из них вы на мне видели, ну, что вам может понравиться здесь. Здесь есть все и очень даже разное. Есть где разгуляться самому изысканному эстету. Ну, правда, многое расхватали уже люди до вас. Вот, например, весам подошло бы вот такое вот изысканное кольцо. Смотрите. По-настоящему. Оно, правда, старое, престарое, но и оно выглядит еще более старым. Вот. Весам вполне ваше. Кое-что не подошло бы, да? Мне кажется, весам в принципе подошли бы вот такие вот голубые каменные бусики. Ну, это какой-то камень, да. Слышите, как они приятно переливаются, звенят. Но на этот раз я выбрала для вас брошь. Подумайте, вот проверьте сейчас свою интуицию. Брошь, какую вы можете увидеть, какую бы вы хотели, может быть, или попробуйте угадать, какая это брошь, которую я хочу на вас сейчас надеть. Цвет металла, цвет камней, что-то. Попробуйте, догадайтесь. Вообще интуицию нужно развивать. Интуиция как мышца какая-нибудь, как бицепс, как трицепс, как квадрицепс. Качается. Можно развивать. Многие говорят, у меня нет интуиции. Ну, это учиться надо. Надо ее слушать. Вот такой тренажерчик для интуиции. Представили, что за брошь в виде петушка? Не знаю, почему я так подумала. Нет. Вот такая брошь для вас. Вот такая вот старинная брошь. Белый металл, розовое стекло. Очень культурно, эстетично смотрится. Вот такая вот красивая. Она весам подойдет. Вот такая крупная. Вот. Ну, мне на пижамку она не подходит. А давайте я вам надену ее, приколю. Ну вот, очень хорошо. Я надеюсь, вы остались довольны моим выбором, украшения для вас. И надеюсь, что вы также останетесь довольны предсказаниями карт Таро Кроули на сентябрь для весов. Гигантская Кроули для вас. Ох, волшебные карты. Волшебные карты. Крупные. Яркие, заметные, дерзкие, как вы. Большое гадание. Я предупреждаю, постараюсь быть краткой, естественно. Помню, что краткость сестра таланта. Но все равно мы же должны разобраться, да, впереди целый месяц. И не просто, да, не какой-то там смена месяца, смена сезона. По многим народным религиозным календарям это Новый год начинается с 1 сентября. Понимаете, да? Но в любом случае это учебный год, это бизнес-год, это сезон другой, погода, вибрации, атмосфера, все другое, да? То есть мы переходим в качественно новые измерения. Поэтому приход сентября это как можно сравнить с приходом, ну не знаю, марта, наверное, да? Тем более, что в сентябре будет... Надеюсь, неизбежно состоится вот это вот, как оно называется-то, равноденствие осеннее, да? А с 10 числа Меркурий будет ретроградно. Помните, мы с вами обязательно отдельно еще должны погадать на вот это пришествие, на вот этот приход сентябрьский ретро-Меркурий. В этом году аж 4 ретро-Меркурия у нас. Вот.
И поэтому, ну, мы до него еще доберемся, а пока просто помните, что после 10 сентября нужно на все смотреть, особенно критическим глазиком, потому что все не такое, как кажется. Вот так. Это потому, что Меркурий будет ретроград. Первая карта для вас. Первый дом, вы сами, весы. А перемены в себе. Вот ждите, что у вас случатся какие-то перемены в себе. Неожиданные, внеплановые, такие, про которые вы не думали, о которых даже не мечтали, куда вообще не собирались. Знаете, бывают люди, вдруг неожиданно для себя худеют. Радикально. По разным причинам. Хотя прежде себе нравились и в своих 150 килограммах. Вот тогда, получается, у них 6 мечей случилось. Бывает, что люди вдруг находят, обнаруживают в себе талант, дремавший с младенчества, да, и волей-неволей приходится им этим заниматься, судьба их выталкивает к этому берегу, тоже неожиданно меняет жизненные планы, кажется странным, вызывает страх и ужас, и тем не менее все равно эта история какая-то продолжается. Первый дом, вот эта 6 мечей вам весам выпала в первом доме. Первый дом – это только вы сами, это ваше здоровье, физическое тело, отражение в зеркале, это то, насколько вы реализуетесь, насколько вы чувствуете себя уместным вообще в собственной жизни и в любой компании, в любом месте, где только можете оказаться. И 6 мечей – это карта перемен. Она всегда описывает некую дорогу от берега к берегу. Поэтому смотрите, либо у вас какой-то выход по здоровью находится, либо выход с реализацией, то есть от своего таланта прыгаете от одного к другому. Да. Есть люди, которые удивительно одарены действительно множеством талантов, могут и в бухгалтерии состояться, могут и книжки при этом писать. Вот смотрите, вот такая вот. В некоторых случаях, конечно, 6 мечей в целом вам дорогу обещает. Просто в принципе в сентябре дорога без плана, без цели. По 6 мечей люди плывут не куда-то, а плывут откуда-то. Вот это избегание или сбегание. Как будто бы вы в потьмах или где-то на ощупь искали дверцу, куда вам сбежать, ну, от себя, например. Вот. И тут вы эту дверцу находите, избегаете. Далее, 2 дом, зарплата. Более понятны ваши доходы в сентябре. Довольно кризисно все выглядит. То есть 2 дом, ваши повседневные деньги, это то, что вы получаете, зарабатываете, тратите. Не обязательно зарабатываете, да, многие вон пишут в комментариях, что давно уж рентными платежами живут. Ну, дай бог им здоровья и счастья, конечно. А вот для большинства 2 дом это все-таки зарплата, да. Видите, 10 мечей, все-таки расклад у весов с мечей начинается. Это не страшно, не спешите прям выключать вот так вот видео сразу, чтобы плохого не услышать еще. Это неплохо, это наоборот конец, особенно, знаете, хорошо для кого? Для тех, кто в последнее время вообще кризис переживает. Вот знаете, с личностью, со здоровьем, с деньгами. Вот, знаете, такая 10 мечей – это конец черной полосы, но перед концом она становится еще более черной. Знаете, как краски масляные же есть. Черных несколько видов, да, есть такая относительно черная, а есть газовая сажа, да, самая черная. Ну, то есть перемены, давайте это тоже так назовем. У вас меняется источник дохода, например, прекращается внезапно какой-то, прекращаются, проваливаются надежды ваши на какие-то деньги. Для того, чтобы открылось что-то новое. Это может быть вообще, вот мы начали с этих мечей, это похоже на действительно смену работы. Ну, что еще современный человек может
так легко и неожиданно для себя поменять в наше время работу. Далее, повседневная жизнь, быт, друзья, коротенькие дороги и покупки. Вот здесь все хорошо, да, Паж Пентаклей говорит, ну, более привычно я буду называть, с пажами и королями, да. Вот. А Паж Пентаклей говорит, что очень ладненькая такая повседневненькая жизнь у вас будет, хорошенькая. По крайней мере, от друзей не пострадаете, ни с кем не расстанетесь, никто вас не обманет. И, в общем-то, окружение, люди, дороги, вещи, все останется на своих местах. Это уже хорошая новость, да? Потому что у вас многое не останется на своих местах. Вот, например, деньги и вы сами. Ну, хорошо, что, по крайней мере, мебель на тех же местах будет стоять. Однако пажи обещают появление новых людей в вашей жизни. И Паж Пентаклей – это, возможно, у вас новое знакомство с молодым человеком, достаточно полезным. Кто-то приносит вам полезные новости, хорошие, правильные советы, подсказывает выходы из простых, некрупных, но все-таки проблемных каких-то бытовых ситуаций. То есть хорошие новости, достаточно выгодные покупки. С этим все хорошо. Дальше дом и родственники. Место жительства, так это назовем. Дом и родственники. Угу. Ну, пятерка пентаклей. Да, это нехватка чего-то. Какой-то дефицит вас ждет дома, связанный с домом, с недвижимостью, может быть. Ситуаций масса. У кого-то не хватает времени заниматься домом категорически, да, потому что приходится либо уезжать в командировку, либо просто много работать. У кого-то не хватает душевных сил заниматься детьми. Пятерка пентаклей говорит о том, что какой-то ресурс, нужный вашей семье и вашему дому, вы будете буквально рвать на части, то есть будете метаться, перетягивать, знаете, такое маленькое одеялко, если кто-то понимает, о чем речь, которое ты вот перетягиваешь с головы на ноги и назад. Ну, то есть вот чаще всего для дома пятерка пентаклей – это, конечно, недостаточность просто семейного бюджета. Ну, не хватает денег на что-то. Карта не очень хорошая, и тем не менее она вот плохая для денег, хорошая для отношений. Когда приходят трудности, связанные с пятеркой пентаклей, между людьми как будто бы проверяется доверие, и вы с вашими родственниками понимаете, насколько вы близки, нужны друг другу. То есть это такое испытание отношений семейных на прочность, и в то же время она очень доверительная и трогательная, эта карта. Да? То есть это несчастья маленькие. Ну, нехватка денег – это же маленькое несчастье. Да? Это несчастья, которые сплачивают семью. Давайте так это назовем. Неплохо. Далее любовь. Вы знаете, дорогие весы, особенно одинокие и жаждущие, и страждущие, что я сентябрь официально признаю все еще романтическим месяцем. Мы договорились с вами, с постоянными зрителями, когда-то, что у нас не романтические месяцы начинаются вроде бы с ноября, да, или с октября даже. Но сентябрь точно еще хорошо, бархатный сезон в разгаре, дивные погоды стоят. Пышная природа, увядание в багрец и золото, одетые леса. Про любовь загадайте, пожалуйста, что вы хотите знать про любовь для себя. Вот так вот. Очень счастливое колесо фортуны вам выпадает. То есть, ну, знаете, как прям в песне. Если не везет в деньгах, значит в любви повезет обязательно. Да? Колесо фортуны говорит о том, что вас догонит колесо фортуны. Карта говорит о том, что найдет вас судьба. Вами займется судьба, вашей личной жизнью, вашими отношениями, которые есть или которые новые, собираются, наклевываются у вас. Займется скоро судьба. В сентябре скоро, да, и у вас все поменяется. Вот смысл, глубокий смысл, все радуются этой карте, но смысл ее в том, что
Она обозначает самые серьезные, самые неотвратимые перемены в заданной теме. Потому что колесо фортуны крутится, и здесь вот видно некоторые персонажи, да? Некоторых персонажей она наверх затаскивает. Ну, условно говоря, например, если про любовь, мы говорим, одинокий человек, который страдает от одиночества, получает колесо фортуны и становится счастливым, к нему приходит любовь, он становится в паре, и как будто бы судьба его так подбрасывает, да, тащит, подтаскивает наверх. А с другой-то стороны колесико неизбежно вниз крутится, понимаете, да, неизбежно внизик крутится. То есть, когда кого-то на вершины блаженства и под химера наслаждения это колесо затаскивает, кого-то другого-то оно прямо вот сильно-сильно сбрасывает. Поэтому логичнее будет нам всю аудиторию весов разделить на две части, на две группы. Вот для половиночки из вас, для половиночки это колесо крутанется и затащит наверх. Тут важно, в какой точке вы успели на нем, за него зацепиться, да? Вот. А для других будет точно такой же резкий полуоборот вниз. В этой связи я вас предупреждаю вместе с этой картой о переменах. То есть, если вы одиноки, это новое романтическое знакомство. Если у вас уже есть любовная история, то она, скорее всего, у вас куда-то развернется, куда вы пока не думаете, не знаете. Ну, например, отношения превратятся в более серьезные. Да? Ваш партнер до этого весьма прохладный и равнодушный вдруг, не знаю, замуж позовет или там одарит чем-нибудь. Но с таким же успехом, естественно, колесо фортуны, очень многие партнерства по непонятным причинам как-то фатально, заметно и очень быстро разрушит, разведет. Понимаете, колесо фортуны – это же в первую очередь колесо. То есть карта дает отсылку к колесам, к дорогам, Понимаете, да? То есть из-за дороги в две стороны вы разъедетесь, и у вас, например, ничего не получится с новым знакомым. А для кого-то эти дороги, кого-то, наоборот, эти дороги вот так вот сведут. Но карта все-таки в большей степени счастливая. Что бы ни произошло на тему любви у вас в этом сентябре, все равно радуйтесь, все равно приветствуйте. Судьба вас замечает. Все по судьбе. Кстати, когда люди делают анализ какой-то текущей истории, любят спрашивать, кармические ли это отношения у меня, по судьбе они у меня или нет. И вот тут как раз все по судьбе. Знаете, и знакомство по судьбе, и все слова по судьбе. И несказанные слова тоже по судьбе. То есть чувствуете влияние, веяние, аромат фатума во всем, что происходит у вас в любви. Но перемены. Да? Для одиноких колесо фортуны очень хорошо, это новое знакомство. Может быть первое, а может быть даже главное в жизни. Далее работа. Весы, работа. Ничего интересного. Семерка кубков в основном предупреждает о заблуждениях, о каких-то иллюзиях. Карта говорит, что вы будете связанное с работой нечто ждать, будете теряться с выбором. Если вы ищете сейчас новую работу, то семерка кубков предупреждает вам не путаться с множественным выбором. Эта карта предупреждает, что в сентябре вам покажется, что вас везде ждут и везде зовут, и вы потратите много-много личной энергии на вот этот вот ненужный выбор. На самом деле выбора по этой карте никакой нет. Она не плохая, не хорошая, она достаточно нейтральная, она может быть плохой только для людей, которые вообще привычно, долго в этой жизни, уже давно зависли вот в этом ложном выборе, да, в иллюзиях. Если вы просто в сентябре там о чем-то размечтаетесь связанном, ну, иллюзорно как бы у вас появляется, например, призрак карьеры вашей будущей на текущем месте, да, или покажется, что из очень многих разных направлений в бизнесе вы можете выбирать, и все у вас может где-то получиться. Если у вас точечно, да, на месяц такая ситуация, это нормально. Хуже, когда человек в положении семерки кубков долго пребывает, а таких людей, кстати, много.
Вот. То есть семерка кубков предупреждает от сентября много не ждать вот свершений, да? Может быть, и не слишком воевать, что ли, за место под солнцем. Вот. А бизнес-проекты, если у вас вопрос такой, ну, скажем, да, какой бизнес открыть или на какую работу сейчас выйти, то скорее вам нужно определиться с выбором сначала, подождать, то есть отложить любой выбор. Лучше отложить, когда прояснится обстановка и когда вы сами перестанете заблуждаться и обольщаться. Партнерский дом 7 – это самый главный для вас человек, часто любимый человек идет. Как они вот похожи и как они подряд у вас легли. Видите, семерка кубков и семерка пентаклей. Не одинаковое значение у них, естественно, но когда они одна за другой, они, понятно, что они бликуют друг на друга, да, вот, и очень как-то перекликаются. Вот почти то же самое, что я про работу сказала, то же самое в партнерских отношениях. Бизнес-партнерство или личные, любовные отношения, что для вас важнее, я не знаю. Но семерка пентаклей – это, знаете, карта досады. Партнерские отношения не дадут опоры, не дадут вот ощущения каменной стены. И просить вашего партнера что-то выбрать за вас не нужно. И, может быть, это даже знак каких-то давно запутанных отношений, понимаете? То есть вот портрет вашего партнера. Например, здесь в 7 доме карта отвечает на вопрос, что к вам будет чувствовать или как будет себя с вами вести загаданное лицо. Какой-то молодой человек, например, с которым вы встречаетесь. И что мы видим? Семерка пентаклей. Сомнение, досада, ощущение, что все идет не так, что он, может быть, вкладывается в отношения больше, чем вы. Растерянного человека. Это портрет растерянного человека. А если ваш партнер растерян, значит, вы что? Больше должны полагаться на себя, на собственный выбор, искать опору в себе. То есть блестящих партнерских отношений месяц не обещает. Но и плюс-то в чем? Но и плохих не обещает, да? То есть здесь же нет никакого злодейства, здесь нет обмана, здесь нет измен, какого-то соперничества. Ничего такого. Кто-то рядом с вами думает. Далее, критические ситуации у весов будут или нет? 8 дом в сентябре. Пожалуй, что да, в 8 доме, ведь карта справедливости у вас выпадает. Она про что? Она про суды, а про документы, про деньги хотел сказать. Ну, естественно, про деньги, а суды все про деньги. Судов других не бывает, слава богу. И вот, поэтому да, вас ждет какое-то крупное событие, по-настоящему крупное, серьезное, взрослое, ответственное событие, которое не на эмоциональном каком-то уровне вы, естественно, переживаете, а которое обсуждаете с адвокатами и подписи ставите под какими-то бумагами. А может ли быть это событие радостное? Может ли это быть покупка, например, дома или квартиры, к чему я склоняюсь? Очень даже может быть, потому что вот это 8 дом, это дом еще и больших денег. Покупка крупного чего-то, ну, как правило, это недвижимость, продажа, собственно, недвижимости, картам все равно, продаете вы или покупаете, главное, что вы в барышах, да, остаетесь все равно. Вот, поэтому, да, справедливость просит вас, естественно, с вопросами больших денег очень аккуратно обращаться, быть внимательными, делать все по закону, избегать, соответственно, каких-то несправедливых ситуаций, избегать несправедливости с вашей стороны по отношению к другим людям, к другому человеку. И тогда суд человеческий и высший будет справедлив также к вам. 9 дом, дальняя дорога, очень дальняя дорога. Есть ли?
Вполне возможно, вполне вероятно. По крайней мере, вот 9-й дом, дороги, учеба в основном сюда попадает. Карта влюбленные, выбор, она по-другому называется. Она говорит, что весы будут, да, безусловно, выбирать что-то, либо про учебу, либо про дороги. Ехать, не ехать, это может быть какая-то иммиграция, вы засобираетесь, или работать куда-то, например, поехать или учиться куда-то, или, может быть, просто нанять иностранных сотрудников или присоединиться к какой-то иностранной компании. По крайней мере, старший аркан, нечто очень тесно связанное с заграницей вас ждет. Карта счастливая, но тоже ответственная. Она говорит, что от того, что вы сейчас выберете, вот ехать, не ехать, например, да, страну менять, не менять, зависит очень многое. Течение вашей жизни и чужих жизней, и надолго. То есть это такой, ну, выбор судьбы, действительно. И, естественно, карта называется «Влюбленный» и дает отсылку к любви, к личным, к романтическим отношениям. Поэтому очень для многих это приглашение замуж за границу от иностранного жениха какого-то, если вы его до этого успели найти где-то на просторах интернета. Хорошая карта на самом деле, счастливая, такая, которая меняет жизнь однозначно в лучшую сторону, если только вы не промахнетесь. Да, все-таки опять у нас оговорочка есть какая-то. Выбор, любовный выбор в том числе. Это момент, в котором, знаете, для вас перекликаются, очень тесно сплетается тема любви, дальние дороги, возможно, тема и учебы тоже туда же попадает. Дух захватывает, когда приходится в собственной судьбе что-то такое большое выбирать, правда? Вот. Поэтому карты спешат вас предупредить. Но, безусловно, здесь же все равно сцена венчания изображена, поэтому замуж за границу, почему бы и нет. Далее, учиться очень, естественно, карта рекомендует. Ох, как под этой картой очень хорошо выходить куда-то учиться. Это тоже меняет жизнь, это меняет какой-то ваш статус ментальный. Карьера далее. Карьера для весов. Ну, у меня нет слов. Отшельник вам выпадает на карьеру. Как вы понимаете, карта это очень не карьерная. Отшельник, да, это как раз человек, который наоборот, вот, внутренний смысл карты в этом. Отшельник это человек, который вот отринул, забыл, бросил, кинул все земное. Все вот мелкие наши такие человеческие страстишки, в том числе вот это вот честолюбивые эти замыслы, когда нужна карьера формальная, какое-то название должности. Отшельник уходит и бросает все. Знаете, бывают иногда сообщения где-нибудь, мы читаем, когда какой-то известный человек на пике карьеры разворачивается и уходит жить в бочке, да, или капусту выращивать. Есть такие примеры в античной истории, мы все их помним. Вот, поэтому карта даже для вас описывает некое бросание карьеры, понимаете, да? Это серьезно, это опять старший аркан. Очень своеобразный расклад у вас, у весов, очень своеобразный, редкий расклад. У вас такие мелкие, немножко пустоватые карты перемежаются старшими арканами, причем везде рок, везде, знаете, под звук ерехонской трубы, жизнь изломами такими активными меняется. Так что вот в самом простом бытовом проявлении это, конечно, уход с работы. Просто вот с работы, где вы долго ждали карьеру, может, и чего-то и дождались, и чего-то достроили, построили. И тут вы разворачиваетесь, все бросаете, потому что решили посвятить себя другому делу. Кстати, какому делу? Замуж выйти же. Потому что мы только что видели влюбленных в 9-м доме. Это все ваши зарубежные, иностранные женихи. А 10-й-то это еще и дом брака. Дом брака. И отшельник – это как раз дорога в замуж. Замужество ждет вас. Вот что я вам скажу.
Ну, конечно. Поэтому и у вас и по судьбе так все в любви меняется. Точно. И поход в ЗАГС виден тогда. Далее 11-й дом. Общественная жизнь, группы и слава, популярность, известность. Опять старшая аркана, карта шут, да, нулевой аркан выпадает вам. И вот она говорит о начале новой жизни, в новых интересах, так скажем, и в новых окружениях. 0 в 11 доме. То есть это начало, это старт какой-то вашей публичности. Вы выходите в люди, куда давно собирались, но не решались. Вот, выходите в люди, это, не знаю, открываете страницу в какой-то соцсети, заводите какой-то канал где-то. И, естественно, показываете себя миру, знакомитесь с массой новых людей. Захватывающее начало вас ждет. Это начало общественной деятельности, масса новых знакомств, не близких, но очень-очень таких затягивающих. 0 в 11 доме, конечно, вам рекомендуют это все начинать. Если вы долго откладывали, например, прославиться, стать знаменитостью, то этот сентябрь самое время для вас. Ворваться в медиапространство, заявить о себе, привлечь к себе внимание. И 12-й дом. Это спокойно ли вы будете спать? То, что внутри, подсознание ваше. 12-й дом. О, да, спать будете достаточно спокойно, по крайней мере, без кошмаров. Если не уснете какой-то день, то это только от энтузиазма, от жажды жизни, жажды деятельности, от того, что будете лихорадочно планы на следующий день составлять и барыши подсчитывать. То есть это паж жезлов, очень хорошая, веселенькая, активная карта. То есть в целом она говорит, что вот эти вот перемены, а вас ждут действительно перемены, это месяц перемен фатальных, крупных, в личной жизни в частности, даже по большей части, да, в личной жизни в основном. Вот. Но вот эти вот перемены не поселят в вас страха, не поселят в вас злости, не дадут вам каких-то комплексов или неуверенности, что вообще-то с весами вполне возможно, потому что вы склонны при первой непогоде, скажем, задуматься, да, мягко так назовем это. Вот, и, безусловно, это очень впечатляющий расклад. Я надеюсь, что все советы, рекомендации, предсказания я писала для вас так более или менее как бы содержательно. Еще раз коротенько я пройдусь. На что обратите внимание? У меня очень большие вопросы. Надо ли вам работать в сентябре, да? Нет, работать, вот. Надо ли вам работать в сентябре? Вот большие вопросы. То есть, если вот у вас, ну как у всех, да, простой вопрос, работа, заработки, карьера, то мы вам говорим, о нет, не надо на этом концентрироваться. Это точно сентябрь у вас абсолютно не для этого, потому что по работе больше сомнений, деньги вообще кончаются, от карьеры вы сами отказываетесь. Нет, вопрос как будто бы в другом. У вас более... Ваша частная, личная, ваша приватная жизнь идет в разнос. Вот. И да, речь больше идет о любви, о какой-то очень-очень личной реализации. Ну, правда, многим весам замужество, внезапный, счастливый, официальный брак с дальней дорогой. Вот она, шестерочка, с которой мы начали. Вы поняли, да? Вот когда все сошлось. Вот она. Перемены. Перемены в вас, потому что вы перемещаетесь куда-то. Вам приходится в сомнениях, но куда-то ехать, а куда деваться, если вас зовут. Спасибо.